Чтобы вы успели все достроить этим летом, мы в Авито собрали лучшие предложения на новые стройматериалы. Покупайте у местных поставщиков со скидками до 60% до 14 августа и начните отдыхать раньше. Постройте задуманное быстрее и дешевле с Авито для дома. Авито. Всем выгоднее. Вкуснотища. Всем привет! По пути в избушку раздались в лесу очень приятные запахи земляники. Решил заехать на одно хорошее солнечное место и отведать немного земляники. Сейчас я поеду в избушку, буду продолжать с беседкой. В общем-то, задача уже беседку в скором времени закончить. Я думаю, еще отвести на это 1-2 ролика, и на этом все, друзья. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, следите, подписывайтесь в группу в телеграм-канале, пишите комментарии, предлагайте, делитесь этим роликом. И всем приятного просмотра. Лепота. Прям хорошо, свежо так. Когда сказал, что на этом все, я имел в виду, что уже будет возможность выйти до землянки. Можно будет уже заняться ей, немного поработать и там, пока у нас идет медосбор. Уже практически, работ с пчелами никаких не будет. Вот, этот промежуток будет примерно месяц-полтора, потом, конечно, будет откачка меда, но это совсем другая история. И вот в этот промежуток, про который я имел в виду, что на этом все, будем мы заниматься и другими задачами. Хочу начать уже новый проект, будет это маленькая, хорошая, добротная избушка, такая, в общем, увидите это все потом. В общем-то, вот, так что за беседкой затягивать не хочу, чтобы можно было и заниматься уже дальше. Бревна примерно у меня уже выставлены. Сейчас нужно будет мне их расставить уже, как они будут стоять окончательно. Потом буду связывать, соответственно, и уже потихоньку буду закидывать брус.
Столбы я обвязал. Вроде бы все надежно, не шатается. Сейчас мне нужно будет прикрутить 50-ку вот на эту сторону, чтобы можно было на нее класть брус и в два этапа, в два подхода закинуть наверх. В один раз закинуть не получится, поэтому сперва на 50-ку и потом уже туда наверх. Вот так вот. Ну, конечно, прежде чем буду закидывать брус, уже размечусь, выпилю, чтобы можно было брус закинуть и уже его там оставить, чтобы его лишний раз туда-сюда не дергать. Вот так вот. 25-кой все обшил, привязал. Вроде бы так надежно. Конструкция не шатается. Нормально. Должно выдержать. Вот сюда будет класться брус. Вот с той стороны точно так же. Кладу брус, перехватываю, закидываю этот конец. И, соответственно, потом закидываю тот конец. Вроде бы как-то так. Такой план. Без комментариев. Все идеально. Дело дошло до бруса, буду сейчас его строгать. Строгать мне нужно будет с 3 сторон. Вот так вот. Но он уже более-менее, но все же надо немножко его сделать гладким, чтобы краски ушло не так много. Потому что в такую пористость краска вообще на ура уходит.
Мама лосиха и малыш лосенок стали настоящими героями канала и полюбились многими зрителями. Очень интересно наблюдать, как растет еще маленький и будущий великан этих лесов. Видно, что лосенок активно растет, его шерсть становится гуще, уши догоняют мамкины уши, шея утолщается, холки становятся выше и прорезается еще пока маленький голосок. Как вы видите, брус находится уже наверху. Сейчас я его скрепляю с этими бревнами при помощи нагилей. Здесь у меня 50 сантиметров. Забуриваюсь, забиваю. Нужно мне еще пробить по двум углам. И потом буду еще брус скреплять сверху скобами. Закреплю скобами, и уже можно будет выставлять конек. Конек пока как будет, не знаю. Буду по ходу ориентироваться. Так что вот скоро уже будет крыша. Ну и такие большие бревна скрепляю таким вот большим сверлом громоздким, чтобы все держалось максимально крепко. Брус уже, кстати, на солнце начинает трещать, потрескивает. И вот вижу, что начинают появляться щели. Вот трещит. Это аналогично, как мы зимой топили избушку, и у нас прямо брус, сруб начал трещать. Внутри такие хорошие хлопки были. Под скобу выпилил ВМ специальный, чтобы скоба была заподлицо, чтобы не выступала. Все, намертво. Фотоловушка стоит на этом месте очень долго. Кадры делает большое количество. Сейчас в кадре молодой бык. Рога только начинают расти. Сам очень худой. Видны ребра. Уши почему-то ободраны.
Может быть, на его пути попадались волки. Может, зимой ободрал их обчепыш в поисках еды. Такое телосложение, скорее всего, из-за нехватки витаминов и солей. А это самый настоящий матерый самец. Не рога, а настоящие лопаты. По количеству отростков можно понять, что ему лет 7 как минимум. Мощный, суровый, упитанный лесной великан. А этот чуть старше первого, такой же упитанный, мощный, как и второй лось. Привет. Приехали за ловушками. Надеемся, что сработок будет Максимум. из 100%. Да. По максимуму. Сейчас поедем. Всем привет! У нас уже вовсю идет цветение липы. Кстати говоря, на пасеке очень приятно. Пахнет прям душисто так липой. Так что сегодня будем заниматься пчелами. У нас уже стоят кое-где корпуса. Какие-то улья еще без них. Сегодня мы будем, в общем, заниматься ими. Поедем сейчас за ловушками. Завтра уже будем их перегонять в свои новые улья. И, собственно, будем снаряжать все улья наставками, корпусами. Все, давайте выгружаемся, да. Ехать Поедем. надо, потом темно будет. Ну, а то с фонарями затемнает. У нас, друзья, уже вторую неделю идет жара. Жара аномальная. За 30 градусов. Сейчас вот парни говорят 23, да, в избушке? 23, а здесь где-то под тридцатник в тени. Вот, приехали мы сегодня под вечер, потому что днем работать тяжело, да и пчел днем никто не снимает, потому что днем пчелы летают. Сейчас поедем за ними, собственно, вот так вот. Такая вот погода. Подписывайтесь в Телеграм, кстати говоря, я там сделал публикацию, и многие поделились своей жаркой погодой. Так что не у нас, у одних в Удмуртии такое лето сейчас. Трава тут, конечно, по пояс выросла. В этом сезоне мы ставили 6 ловушек. Ромик ставил 2 ловушки. В общем, пишите, как думаете, сколько у нас в этом сезоне будет сработок. Ну, что там есть? Думаю, да? Вон, лазит пчела по дну. Сам может. А? Сам. Может быть. Как тогда, помнишь, в позапрошлом году? А он так. Первая ловушка пустая. На очереди у нас вторая елка. Мы ее называем елка-мать из-за ее обхвата. В 2 обхвата, в общем. Смотрим. Так и она
Сработало, друзья. Пускай тут и снимают. Что так замотали-то? В этом сезоне мы ее оборудовали, и она у нас показала положительный результат. Здесь большая делянка, выруб, и вот она почти здесь на окраине стоит. Давай, полезай. Мы-то так от плотов чисто делаем. Да, руки. Третья ловушка. Пчелы есть. Все снимаем. Вроде попрохладнее стало на улице. Сработано. Вон пчелы ползают. Все, залазим, затыкаем и снимаем. Стекла подальше поставлю. Это четвертая? Четвертая. 4 из 5 пока, да? И у нас сейчас впереди последняя. Фу, это что? 4 из 6 пока. У нас одна не сработала только. Одна не сработала, получается. Друзья, просто все упрели. Это под ручьем. Костюм весь сырой. Невыносимо. Пчелы еще надавали. Короче, все искусанные. Но довольные. 4 из 6 пока. На маршруте у нас последняя, 6-я. И посмотрим, какой будет конечный результат. Но пока вот 5 сняли, 4 есть. Еще последняя, друзья. Хороший сезон. Хороший. Парни тащат последнюю. Последняя у нас самая мощная, блин. Фу, всех тяжелее. Здесь у нас стоял пустой улей, мы его убрали. И завтра будем пересаживать сюда уже в новый улей. Welcome. Пчелы гудят. Пасека вся гудит. Готовимся заниматься пчелами. Ловушки мы расставили, где они будут. Это мы подселим вот в этот улей. Это у нас будет вот отдельный новый улей. Этот улей подселим вот этими. Это у нас новый улей. Погодка вроде бы распогодилась. Дождик был такой слабенький. Сбрызнул. Это будет хорошо. Липа будет дальше цвести. А то от такой жары липа она может засохнуть. А тут маленечко сбрызнула, и дальше будет все. Сейчас будем усилять вот этот улей ловушечкой. Он у нас весной был очень слабенький, и рамок в нем еще не полный улей. Короче, вот, чтобы он у нас в зиму шел самым сильным, сейчас вот с этой ловушки рамочки с пчелами, с расплодом переставляем туда.
Работать с пчелами сегодня тяжело. Из-за погодных условий, скорее всего, пчелы очень агрессивные. Вот меня всего облепили телефон. В общем, друзья, мы закончили. Все улья у нас заряженные. Главный медосбор у нас начался. Липа уже вовсю цветет. Цветет, кстати, в этом году очень хорошо. Прямо с макушки донизу. Даже уже внизу бутончики практически раскрылись. Вот. Ладно, будем ждать завершения медосбора. И что там получается, где-то ближе к августу будем откачивать мед. Многие же спрашивают, когда. Примерно где-то будем качать в середине августа, вот примерно в этих числах. Погода так себе, пчелы просто взбешенные все, мы все изжаленные. Нам вчера еще, когда ловушки снимали, тоже досталось и сегодня, но с пчелами мы закончили все дела. Так что у нас медосбор как закончится, так и будем смотреть результаты. Вот так, что вот так, друзья. В принципе, на этом все. Работы мы все сделали. Снимать я не снимал, потому что некогда. Да и пчелы, в принципе, не дают этого делать. Что еще можно сказать? Что еще сказать? Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Всем пока. Пчела вон прямо на объектив.